Приветствую вас, друзья! Сегодня мы погрузимся в мир маленьких, но удивительных созданий, которые являются одними из самых уникальных жителей Мирового океана, и называются они Вилелла, еще известная как медуза-парусник, пурпурный парус или маленький португальский кораблик. Является самым необычным представителем семейства медуз. Она относится к гидроидам и обитает практически во всех теплых морях. Это удивительное создание, называемое медузами-парусниками, не только прекрасны на вид, но и имеет уникальные способы питания. Вилеллы используют свои жгутики рыболовы, чтобы ловить добычу, включая планктон, рачков и даже маленьких рыбок. При этом они напоминают настоящих морских хищников, которые не оставляют без внимания ни одну возможность для охоты. Кроме того, вилеллы являются удивительными фотосинтезирующими организмами. Они содержат в своей ткани зеленые водоросли, которые помогают им получать энергию от солнечного света. Этот процесс, называемый химосинтезом, позволяет вилеллам выжить в океане на протяжении долгих периодов времени. Таким образом, вилеллы – это удивительные создания, которые используют уникальные стратегии питания для выживания в мире океана. Каждый раз, когда вы увидите этих медуз-парусников на пляже, обратите внимание на то, как они питаются, и на то, какие удивительные способы они используют, чтобы выжить в этом огромном и загадочном мире. Их прозрачные темно-синие тела с щупальцами готовы в любой момент захватить проплывающий мимо планктон, покачиваются на океанических волнах, а небольшой, плотный отросток парус направляет их движение при помощи ветра. Вилеллы не могут передвигаться сами по себе и полностью зависят от направления и силы ветра, хотя сильные порывы могут выбросить их на берег. Вилеллы, как и многие другие живые организмы, имеют естественных врагов в природе. Их главными врагами являются хищные морские животные, такие как черепахи, рыбы, моллюски и некоторые виды китов. Кроме того, вилеллы могут стать жертвами микроорганизмов, которые иногда могут вызывать инфекции и болезни. Однако вилеллы имеют способности, которые помогают им защититься от своих врагов. Они могут двигаться, перемещая свои жгутики и рыболовы, чтобы избежать опасности. Кроме того, они могут скооперироваться в огромной колонии, чтобы увеличить свои шансы на выживание и защитить себя от врагов. Несмотря на то, что вилеллы могут иметь врагов в природе, они продолжают процветать в Мировом океане и оставаться удивительным зрелищем для тех, кто любит исследовать морскую флору и фауну. Некоторые виды вилелл могут производить потомство половым способом. Они создают мужские и женские гаметы, своего рода репродуктивные сперматозоиды и яйцеклетки. Когда эти клетки соединяются, они образуют зиготу, которая затем быстро размножается и создает первую стадию развития вилеллы – планулу. Но вилеллы также могут создавать клоны самих себя без использования гамет. Этот процесс называется бесполым размножением и представляет собой создание точных копий самого себя. Некоторые виды вилелл создают клоны при помощи процесса, называемого бесполым почкованием, когда на материнском теле формируется маленький клон-отпрыск. Но самым удивительным аспектом в размножении вилелл является возможность регенерации, способность восстановления потерянных частей тела. В некоторых случаях при разрыве вилеллы на несколько частей каждая часть может вырасти в новую вилеллу. Это означает, что вилеллы могут выживать даже при крайних условиях, такие как нападение хищника или случайный контакт с ядовитым организмом. В целом, разнообразие методов размножения вилелл помогает им адаптироваться к различным условиям окружающей среды и оставаться фантастическим зрелищем для тех, кто любит изучать морские глубины. Жизненный цикл вилелл относительно короткий. Обычно они живут несколько месяцев, но некоторые виды могут прожить до года. Несмотря на то, что вилеллы обладают определенной токсичностью, они считаются безопасными для человека. Щупальца не в состоянии проколоть кожу, но касаться лица или глаз после контакта с этими медузами все-таки нежелательно. Иногда на водной поверхности можно увидеть тысячи медуз-парусников, плавающих вместе. Спасибо, что провели время вместе со мной, изучая таинственный мир вилелл. Надеюсь, что это видео показало вам, насколько интересными и удивительны эти организмы. Подпишитесь на канал и жмякните большой палец вверх, чтобы не пропустить следующие увлекательные видео.
берегите природу и всем пока!